В начале Холодной войны среди идеологической борьбы возникло множество секретных операций, которые оказали влияние на ход истории. Одной из самых известных была операция «Аякс», проведенная в 1953 году. Целью этой операции было свержение демократически избранного премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадека. Его политика национализации нефтяной промышленности вызывала беспокойство у западных стран, особенно Великобритании и США. В результате тщательно спланированного переворота, осуществленного ЦРУ в сотрудничестве с британскими спецслужбами, Моссадек был свергнут, и шах Мохаммад Реза Пахлави вернулся к власти. Это событие запустило цепь последующих политических изменений и конфликтов в регионе, последствия которых ощущаются до сих пор. Не менее значимой была операция Northwoods, предложенная в начале 60-х годов. Эта операция предполагала использование ложных инцидентов, таких как фальшивые атаки на американские военные объекты или создание обстрелов гражданских самолетов, чтобы оправдать вторжение Кубы. Хотя план никогда не был реализован, он продемонстрировал готовность ЦРУ прибегать к крайним мерам ради достижения своих целей. Следующей на очереди была операция «Кондор», которая началась в 1969 году в Латинской Америке. ЦРУ поддерживала режимы, использующие террористические методы для подавления левой оппозиции. В рамках этой операции проводились аресты, пытки и казни, направленные против политических противников. Страны, такие как Чили, Аргентина и Уругвай, стали ареной жестоких репрессий, что привело к гибели тысяч людей и созданию атмосферы страха. Важным элементом тайных операций ЦРУ стала поддержка различных мятежных групп и восстаний по всему миру. Например, в 1961 году ЦРУ поддержала кубинских диссидентов, которые пытались свергнуть режим Фиделя Кастро. Однако операция, известная как «Залив свиней», обернулась неудачей, что стало позором для американского правительства. К тому же стоит упомянуть операцию «Феникс» во Вьетнаме, начатую в начале 70-х годов. Целью программы было уничтожение инфраструктуры Вьетконга через аресты и ликвидацию предполагаемых врагов. Это привело к многочисленным жестоким и бесчеловечным действиям, которые вызвали критику как внутри страны, так и за ее пределами. Каждая из этих операций формировала не только международные отношения, но и внутреннюю политику стран, где они осуществлялись. Они стали основой для множества мифов о тайных действиях ЦРУ и способствовали росту недоверия к правительствам, что, в свою очередь, повлияло на общественное мнение и активизм. Теперь мы погрузимся в мир загадочных экспериментов, которые не только шокировали, но и оставили след в истории, как на уровне индивидов, так и целых наций. Среди многих секретных инициатив, проводимых ЦРУ, проект МК-Ультра стал символом безумия и этических нарушений. Запущенный в 1951 году, этот эксперимент по контролю разума использовал наркотики, гипноз и методы психологического воздействия. Целью программы было изучение возможностей манипуляции поведением людей. ЦРУ применяла ЛСД и другие психотропные вещества на безведомо испытуемых, зачастую выбирая людей из уязвимых групп, таких как наркоманы и психически нездоровые. Так, в одну из операций были вовлечены пациенты психиатрических больниц, что вызвало общественный резонанс, когда информация о происходящем стала известна. Следом за МК-Ультра последовал проект «Синий свет», который также имел свои темные стороны. Этот эксперимент начался в середине 60-х годов и фокусировался на разработке технологий для создания фальшивых видеозаписей и звукозаписей, которые могли бы использоваться для дезинформации и манипуляции общественным мнением. С помощью этих технологий ЦРУ пыталась внедрять свои идеи в сознание людей, создавая иллюзии, которые могли бы изменить восприятие действительности. Эти эксперименты не были ограничены лишь контролем разума, они затрагивали также аспекты манипуляции культурой и общественным мнением. Не менее загадочной стала операция «Тоталити», в рамках которой изучали влияние различных стимуляторов и средств на поведение, чтобы выяснить, как можно использовать их для достижения военных целей. Эти эксперименты проводились в условиях строгой секретности и часто не имели научного обоснования. ЦРУ вовлекала в свои эксперименты не только американцев, но и граждан других стран, что вызывало международный скандал, когда информация стала доступна общественности. Важным аспектом этих программ были не только клинические исследования, но и взаимодействие с другими государственными структурами, что подчеркивает сложность и многоуровневость шпионских операций. Эти эксперименты использовали не только обычные средства, но и совершенно необычные подходы. Например, в некоторых случаях ЦРУ использовала животных для сбора информации. Секретные исследования включали в себя создание шпионских мышей и даже насекомых, которые могли бы передавать аудио или видеоданные. Результаты этих загадочных экспериментов оказали заметное влияние на развитие науки и технологий, однако они также оставили за собой массу вопросов об этике и пределах допустимого в научных исследованиях. Общество начало задаваться вопросами о том, как далеко может зайти правительство в своих попытках защитить национальные интересы и насколько это оправдано.
Погружение в эти мрачные страницы истории ЦРУ открывает нам не только шокирующие факты, но и предостережение о том, что может произойти, когда власть оказывается в руках тех, кто готов пойти на все ради достижения своих целей. И в то время как одни исследовали возможности манипуляции сознанием, другие отдавали свои жизни ради выполнения приказов и защиты интересов своей страны. Далее нас ждут удивительные открытия, связанные с тайными архивами этих операций и тем, что они скрывали на протяжении многих лет. Одним из наиболее интересных аспектов шпионских операций ЦРУ являются их курьезные неудачи, которые порой выглядели совершенно абсурдно. Например, в начале 70-х годов в рамках операции по очистке района от противников агенты ЦРУ разработали план, который включал использование ящериц как шпионских существ. Эти ящерицы были обучены передавать информацию, однако из-за отсутствия необходимых навыков у животных результат оказался крайне смешным. Вместо того, чтобы выполнять задания, ящерицы просто разбегались в разные стороны, оставляя агентов в недоумении. Другой забавный случай произошел в 1958 году, когда ЦРУ решила использовать шпионского голубя. Птица была оснащена миниатюрной камерой, и ее задача заключалась в сборе изображений военных объектов противника. Однако голубь не учел, что его можно легко поймать. В результате, в самый ответственный момент, он был пойман местными жителями, что привело к утечке информации о шпионской операции и вызвало смех в рядах противника. Не менее комичная ситуация произошла с проектом Acoustic Kitty. В рамках этого эксперимента ЦРУ пыталась оснастить кошек специальными микрофонами и радиопередатчиками, чтобы те могли подслушивать разговоры врагов. Однако, как только к кошке прикрепили все необходимое оборудование, она просто проигнорировала все команды и сбежала, оставив шпионов в растерянности. Этот случай стал предметом насмешек в шпионских кругах и даже попал в списки самых странных операций ЦРУ. Планы ЦРУ по созданию шпионских животных не ограничивались лишь кошками и ящерицами. Однажды агентам пришла в голову идея использовать дельфинов для сбора информации на воде. Они пытались тренировать этих умных созданий, чтобы те могли выполнять сложные задачи, но даже несмотря на их высокий интеллект, дельфины часто игнорировали команды, предпочитая играть и плавать, что вызывало недовольство среди агентов. В 1962 году ЦРУ разработала план, который должен был продемонстрировать силу американской разведки перед другими странами. Операция заключалась в запуске фальшивого спутника, который должен был следить за активностью противника. Однако в момент его запуска возникли технические проблемы, и спутник просто не смог выйти на орбиту. Эта неудача стала предметом шуток среди международных шпионов и ослабила доверие к эффективности американской разведки. Каждая из этих курьезных операций показывает, что даже в мире шпионов нет ничего гарантированного. ЦРУ, несмотря на свое обширное обучение и подготовку, иногда сталкивалась с ситуациями, которые выглядели почти комично. Однако за каждой такой неудачей стоят реальные люди и реальные усилия, которые пытались изменить ход истории. Пока мы продолжаем обсуждать эти курьезные истории, мы не можем не обратить внимания на то, как они перекликались с более серьезными аспектами работы ЦРУ. За каждым смехотворным случаем скрываются сложные операции, которые в конечном итоге повлияли на международные отношения и внутреннюю политику. Впереди нас ждут удивительные открытия, связанные с теми тайными архивами, которые хранят в себе настоящие секреты операций и их последствия. Необычные методы, которые использовала ЦРУ для сбора информации, порой выглядели крайне экстравагантно и порой даже абсурдно. Одним из самых популярных способов стал эксперимент с животными. Например, в рамках одного из проектов агенты пытались обучить ящериц для передачи информации. Однако, вместо того, чтобы выполнять задания, ящерицы просто разбегались в разные стороны, оставляя шпионов в полном недоумении. Не менее курьезным стал случай с шпионским голубем, который в 1958 году был оснащен миниатюрной камерой для получения изображения военных объектов. Работа птицы оказалась провальной, когда голубь был пойман местными жителями, что вызвало смех и недовольство среди агентов ЦРУ. Неудачи с животными не ограничивались только ящерицами и голубями. В рамках проекта Acoustic Kitty специалисты ЦРУ пытались использовать кошек для подслушивания разговоров врагов. Но когда к кошке прикрепили все необходимое оборудование, она просто проигнорировала команды и сбежала, оставив агентов в растерянности. Однажды пришла в голову идея использовать дельфинов для сбора информации на воде. Эти умные существа должны были выполнять сложные задачи, но даже их высокий интеллект не помогал. Дельфины часто игнорировали команды, предпочитая играть и плавать, что вызывало недовольство у агентов. Возможности шпионского оборудования порой ограничивались не только животными, но и игрушками. В рамках одной из операций ЦРУ пыталась создать фальшивый спутник, который должен был следить за активностью противника. Однако в момент запуска спутник не смог выйти на орбиту, что стало предметом шуток среди международных шпионов. Эти курьезные случаи показывают, что даже в мире шпионов не все идет по плану.
Несмотря на обширное обучение и подготовку, ЦРУ иногда сталкивалась там с ситуациями, которые выглядели почти комично. За каждой из этих неудач стоят реальные попытки изменить ход истории. Например, в начале 70-х годов, когда агенты решили использовать шпионских кошек, многие не ожидали, что проект обернется столь неудачно. Эти истории не только вызывают улыбку, но и подчеркивают, как сложно иногда было осуществлять операции, которые должны были оставить след в истории. Каждый провал стал поучительным уроком для шпионов, которые пытались найти новые пути для сбора информации. Каждый такой случай, будь то ящерица, голубь или дельфин, оставлял след в практике разведки, подчеркивая, что даже самые смелые идеи могут обернуться провалом. За каждой комичной ситуацией скрываются реальные усилия людей, которые рисковали своими жизнями, пытаясь выполнить задания, которые могли изменить ход истории. В то время как одни неудачи вызывали смех, другие оказали серьезное влияние на международные отношения и внутреннюю политику стран. Теперь наступило время изучить удивительные открытия, которые скрывают тайные архивы, ведь там хранятся настоящие секреты операций и их последствия. В мире шпионских операций ЦРУ скрываются не только знаменитые успехи, но и множество документов, которые открывают нам тайные и неожиданные факты. Тайные архивы этого учреждения хранят в себе удивительные открытия, которые могут шокировать даже самых искушенных знатоков истории. При раскрытии этих данных многие операции, казавшиеся успешными, предстают в новом свете, открывая за собой темные стороны, о которых ранее никто не знал. Одним из наиболее интригующих открытий стало обнародование документов, связанных с проектом МК-Ультра. Этот проект, который проводился в 1951 году, стал символом бесчеловечности и безумия. В архивных записях содержатся подробные сведения о том, как ЦРУ использовал наркотики, гипноз и другие методы для контроля сознания. Подробности шокируют. Агентам приходилось применять эти методы на людях без их согласия, зачастую выбивая информацию из уязвимых групп населения. Когда эти письма и отчеты стали доступны, общественность пришла в ужас от того, насколько далеко зашло правительство в своих экспериментах. Далее следует проект «Синий свет», который вскрыл еще одну грань шпионской деятельности. Цель этого проекта заключалась в разработке технологий фальсификации медиа, включая создание поддельных видеозаписей и звуковых файлов. В тайных архивах были обнаружены записи, которые демонстрировали, как ЦРУ пыталась манипулировать общественным мнением, внедряя в массовую культуру свои идеи и создавая иллюзии. Это подчеркивало, как далеко могли зайти операторы в своих попытках контролировать восприятие людей, используя самые современные технологии. Не менее интересными являются документы, связанные с операцией Totality. Этот проект исследовал влияние различных средств на поведение людей, и хотя его многие аспекты были скрыты, архивы помогают восстановить полную картину. В рамках этой операции проводились эксперименты, которые не имели научного обоснования. Практически все эти действия вызывали недовольство у общественности, когда информация о них всплывала на поверхность, что предвосхитило будущие скандалы вокруг этических норм. В архиве также содержатся удивительные факты о том, как ЦРУ использовала животных в своих целях. В документах описаны попытки применить шпионских ящериц и голубей для сбора информации. Например, в одной операции документировалось, как агенты пытались обучить ящериц передавать данные, но базовая биология не позволила реализации этой идеи. Голубь, обученный собирать изображения, в конечном итоге стал жертвой местных жителей, что привело к раскрытию операции и вызвало смех среди противников. Эти архивы, полные неудач и неожиданных фактов, открывают нам глаза на неожиданные грани работы ЦРУ. От шпионских экспериментов до использования необычных методов сбора информации, каждое новое открытие из тайных архивов подчеркивает, как сложно было обеспечить безопасность и защиту интересов США. В то время как одни операции становились известными, другие оставались в тени, ожидая своего часа быть раскрытыми. Впереди нас ждет обсуждение более серьезных аспектов шпионской деятельности, включая операции, которые изменили политическую карту мира и их последствия. В середине 20 века Куба стала ареной одной из самых значительных операций ЦРУ, которая изменила ход не только кубинской, но и мировой истории. Операция «Куба» была частью широкой стратегии США по свержению режима Фиделя Кастро, который пришел к власти в 1959 году. В ответ на угрозу, которую представлял социалистический режим, американское правительство разработало множество планов по его устранению, включая известную операцию «Залив свиней», которая, как известно, завершилась провалом. Однако это был только один из элементов гораздо более обширной и сложной кампании. С самого начала своей власти Кастро стремился укрепить свои позиции и установить прочные связи с Советским Союзом, что не могло не тревожить Вашингтон. В ответ ЦРУ начала разрабатывать планы по дестабилизации кубинского правительства.
Сначала внимание уделялось экономическим ударам. Говоря конкретно, в начале 60-го года ЦРУ пыталась организовать экономическую блокаду Кубы, что должно было подорвать уровень жизни кубинцев и снизить поддержку Кастро. Следующий шаг состоял в поддержке кубинских антикоммунистических диссидентов, которые были готовы выступить против режима. ЦРУ обучала и вооружала этих диссидентов, предоставляя им финансовую помощь и военные материалы. Однако большинство этих попыток не увенчались успехом. Важным моментом в этой операции стало создание специальной группы, известной как Brigade 256, состоявшей из кубинских эмигрантов, которые были обучены в США. Их целью было высадиться на Кубе и свергнуть Кастро. Однако высадка, осуществленная в апреле 1961 года, закончилась катастрофой. Диссиденты были окружены кубинскими войсками и сдались. Несмотря на этот провал, операции ЦРУ на Кубе не прекратились. Агентура продолжала работать над различными планами по устранению Кастро, включая попытки покушений на его жизнь. В течение нескольких лет разработано более 30 различных замыслов, среди которых были отравления, использование взрывных устройств и даже попытки подкупить людей из ближайшего окружения кубинского лидера. Один из самых известных планов – операция, в рамках которой было предложено использовать отравленные сигары, которые Кастро мог бы курить, но ни один из этих планов не увенчался успехом. Важным элементом операции «Куба» стало также активное участие в психологических операциях. ЦРУ пыталась подорвать авторитет Кастро внутри страны, распространяя дезинформацию и пропаганду. Они использовали различные методы, включая фальшивые радиопередачи, которые призваны были подорвать мораль кубинцев и вызвать недовольство режимом. Однако успех этих попыток был ограниченным, и Кастро продолжал удерживать власть. К концу 60-х годов, после множества неудач и провальных операций, ЦРУ осознала, что их планы по свержению Кастро не сработали. Несмотря на многочисленные попытки дестабилизировать режим, Куба оставалась крепким социалистическим гнездом в Карибском регионе. Эти события не только укрепили Кастро, но и привели к сближению Кубы с Советским Союзом, что в конечном итоге вылилось в Карибский кризис, когда мир оказался на грани ядерной войны. Как видно, операция «Куба» раскрывает сложные и часто трагичные аспекты шпионской деятельности и вмешательства США в дела других стран. Эти действия, полные рисков и неопределенности, не только повлияли на Кубу, но и изменили геополитическую расстановку сил на многие десятилетия вперед. И хотя мир мог бы укрепиться в надежде на мирное разрешение конфликта, результаты этой операции стали основой для затяжной конфронтации между Соединенными Штатами и Кубой. В следующей главе мы поговорим о тех неизвестных героях, которые во время этих операций рисковали своими жизнями и меняли ход истории, сражаясь на фронтах, о которых мы редко слышим. История шпионских операций ЦРУ не была бы полной без упоминания тех неизвестных героев, которые, рискуя своими жизнями, изменяли ход событий. Эти люди часто оставались в тени, но их действия оказывали огромное влияние на мировую политику и судьбы народов. Например, одним из таких героев был Феликс Родригес, кубинский эмигрант и агент ЦРУ, сыгравший ключевую роль в операции по захвату Че Гевары в 1967 году. Родригес был не просто агентом, он имел глубокие связи с кубинским подпольем и понимал внутреннюю политику страны. Его знания и опыт стали решающими в деле, которое привело к аресту и казни знаменитого революционера. Другой значимой фигурой был Эдвард Сноуден, который, хотя и стал известен гораздо позже, чем его предшественники, тем не менее, благодаря его действиям были обнародованы бесчисленные документы о тайных операциях ЦРУ и других разведывательных агентств. Его раскрытия о массовом слежении за гражданами и вмешательстве в дела других стран шокировали мир. Однако его жизнь была поставлена под угрозу. Он стал мишенью для властей, что еще раз подчеркивает риск, с которым сталкиваются шпионы и информаторы. Не менее важным был и Джон П. Винклер, который в 1968 году участвовал в операции Мохаве. Его задача заключалась в сборе информации о советских войсках на Кубе. Винклер, несмотря на трудные условия, добрался до стратегически важных объектов и передал информацию, которая помогла США подготовиться к дальнейшему взаимодействию с Советским Союзом. Помимо мужчин, в операции ЦРУ принимали участие и женщины-шпионы, такие как Мэри Блэк, которая работала в Восточной Европе в конце 40-х и начале 50-х годов. Она развивала сеть информаторов, собиравших данные о советских военных планах. Ее работа была критически важной для формирования восприятия угрозы со стороны СССР в начале Холодной войны. Каждый из этих героев, хотя и оставался в тени, сыграл свою роль в сложной игре шпионов, определяющей судьбы стран. Параллельно с их действиями существовали еще более неизвестные герои. Местные информаторы и агенты, которые не имели никакой подготовки, но были готовы рисковать всем ради безопасности своих народов. Их стремление к свободе и правде часто становилось основой для успешных операций ЦРУ. Важным аспектом работы всех этих шпионов и агентов было не только выполнение заданий, но и понимание того, как их действия могут повлиять на жизни людей в их странах.
Они не просто выполняли приказы, их работа затрагивала судьбы целых наций. Например, поддержка мятежников в Латинской Америке не только меняла правительственные режимы, но и оказывала влияние на будущее этих стран на десятилетия вперед. Неизвестные герои шпионской деятельности оставили свой след в истории, и их действия иногда оказывались решающими в борьбе за власть и идеологическое влияние. Каждое их решение, каждое действие, которое они совершали, могло изменить ход истории и создать новые реалии для миллионов людей. Их место в истории, хотя и часто незаслуженно забытое, заслуживает внимания, поскольку они были частью сложной и опасной игры, в которой ставки всегда были высоки. И теперь, когда мы узнали об этих незаметных, но не менее значительных фигурах, настало время рассмотреть, как наука и технологии использовались ЦРУ для достижения своих целей и какие секреты скрывались за закрытыми дверями шпионских лабораторий. Секретные технологии, использованные ЦРУ, стали важным аспектом их операций, и зачастую они выходили за рамки обычного понимания разведывательной деятельности. Одним из первых примеров использования науки в целях шпионажа стал проект МК-Ультра, который начался в 1951 году. Секретная программа была направлена на изучение методов контроля разума, и в ходе ее реализации ЦРУ проводила эксперименты с наркотиками, такими как ЛСД, гипнозом и другими манипулятивными техниками. Эти эксперименты нередко проводились без согласия участников, что вызывает серьезные этические вопросы. Целью проекта было изучение способов манипуляции поведением человека, чтобы использовать эти знания в операциях, направленных на разрушение противника. Вскоре после МК-Ультра последовал проект «Синий свет», который стартовал в середине 60-х годов. Основное внимание в этом проекте было уделено разработке технологий для создания фальшивых видеозаписей и звукозаписей. Это позволяло ЦРУ внедрять дезинформацию и манипулировать общественным мнением. Используя фальшивые медиа, агенты могли создавать иллюзии, которые подрывали доверие к правительствам противников или даже восстанавливали репутацию своих операций. Эта программа стала знаковой для тех, кто осознавал, как медиа и технологии могут быть использованы для достижения политических целей. Но не только психотропные вещества были в арсенале ЦРУ. В рамках операции «Тоталити» агенты исследовали влияние различных стимуляторов на поведение с целью выяснить, как можно использовать их для достижения военных целей. Хотя многие эксперименты не имели научного обоснования, они открыли новые горизонты для применения химических веществ в шпионских операциях. Эти исследования проводились в условиях жесткой секретности, и хотя они могли принести некоторые результаты, их этические последствия оставались под вопросом. Научные достижения позволили ЦРУ использовать и совершенно необычные методы сбора информации. В одном из проектов специалисты разрабатывали шпионских животных, которые могли бы выполнять задачи, связанные со сбором данных. Например, ящерицы были выбраны для передачи информации, однако результаты оказались неудачными, и вместо выполнения заданий они разбегались в разные стороны. Другой запланированный проект, шпионский голубь с миниатюрной камерой, также завершился провалом, когда птица была поймана местными жителями. Эти курьезы показывают, что, несмотря на научные подходы, иногда даже самые продуманные идеи могут оказаться совершенно неэффективными. Также в ЦРУ разрабатывали технологии, которые помогали шпионам собирать информацию в экстремальных условиях. Одной из таких технологий стало использование дельфинов для выполнения задач на воде. Эти животные были обучены выполнять определенные команды, однако на практике они часто игнорировали инструкции, предпочитая играть и плавать. Глупость таких попыток лишь подчеркивала сложность и абсурдность некоторых идей ЦРУ в использовании животных для шпионских операций. Документы, связанные с этими проектами, дают представление о том, как далеко ЦРУ готово было зайти в своих попытках использовать науку и технологии. Каждый новый эксперимент, независимо от его успешности, открывал новые горизонты для шпионской деятельности и влияния на международные отношения. Эти секретные технологии до сих пор вызывают споры и вопросы об этических границах шпионской практики. С каждым новым открытием становится ясно, что за кулисами шпионских операций скрывается не только риск, но и стремление использовать самые современные достижения науки ради достижения политических целей. И теперь, когда мы обсудили технологии, пришло время взглянуть на операции, которые действительно изменили ход истории и оставили след в памяти наций. Тайные операции ЦРУ, о которых мы говорили ранее, не только изменили ход истории, но и оставили свой след в современности. Каждая из них была частью широкой стратегии, которая оказывала влияние на политические процессы и общественное мнение. Эти операции стали основой для общественного недоверия к правительству и создали новые парадигмы взаимодействия между властью и гражданами. Сегодня мы видим последствия этих действий в различных аспектах общественной жизни.
Одним из наиболее заметных эффектов была утрата доверия к правительственным институтам. Скрытые операции, такие как МК Ультра и Нортвудс, стали символами бесчеловечности и манипуляций со стороны государства. Лица, участвовавшие в этих операциях, были готовы рисковать не только своей репутацией, но и жизнями граждан. Эти действия порождали недовольство и протесты среди населения, что в конечном итоге привело к росту активизма и требованию большей прозрачности от правительства. Важным аспектом стало влияние на средства массовой информации. Тайные операции изменили способы, которыми информация распространяется и воспринимается. Скрытая дезинформация, использованная ЦРУ, создала основу для современных стратегий манипуляции общественным мнением. Появление фальшивых новостей и пропаганды в социальных сетях стало прямым следствием тех методов, которые использовались в прошлом. Общество стало более восприимчивым к манипуляциям, что отражает не только исторические параллели, но и активизирует обсуждение о том, как можно защититься от дезинформации. Современные технологии также стали продолжением тех экспериментов, которые проводила ЦРУ. Идеи, связанные с контролем разума и манипуляцией поведением, продолжают развиваться, и использование психотропных веществ в научных и медицинских целях порождает новые обсуждения о границах этих исследований. Например, современные ученые исследуют возможности использования ЛСД и других средств для терапии, что ставит под вопрос этические границы. Не менее важно отметить, как тайные операции ЦРУ повлияли на международные отношения. Поддержка мятежных групп и вмешательство в дела других стран создали долгосрочные последствия для геополитической ситуации в мире. Военные конфликты и гражданские войны, вспыхнувшие в результате этих действий, продолжают влиять на стабильность и безопасность стран. Многочисленные конфликты в Латинской Америке и на Ближнем Востоке имеют корни, уходящие в те операции, которые проводила ЦРУ. Современные шпионские практики также во многом унаследовали методы, разработанные в рамках тайных операций. Использование современных технологий для слежки и сбора информации стало нормой, что порождает вопросы о правомерности таких действий. Вопросы о том, как далеко может зайти правительство в своих попытках защитить свои интересы, остаются актуальными и по сей день. Тайные операции ЦРУ – это не просто страницы истории, это события, которые продолжают формировать наше настоящее. Их последствия ощущаются в политике, культуре и даже в личной жизни граждан. Они стали основой для глубинных изменений в обществе, повлияли на восприятие власти и создали новую реальность, в которой доверие и прозрачность стали важнейшими аспектами общественной жизни. Мы видим, что даже спустя десятилетия эти операции остаются актуальными и продолжают вызывать обсуждения, которые затрагивают вопросы этики, морали и ответственности.